Ну что, получается мы в эфире. Получается мы в эфире. Всем привет. Всем привет, доброго времени суток, доброго вечера, доброго дня, доброго утра. Кто бы нас откуда где не смотрел. Второй стрим. Вторая часть. Пишем собственный плагин по миграции JSON файлов. С прошлой трансляции множество улучшений постарался сделать. Улучшения по звуку, по плану, по качеству переходов. Сделал все в OBS одной сценой. Теперь видно всякие выпадающие менюшки. Если я у себя на компьютере переключаюсь между окнами, это, соответственно, тоже сразу все видно. То есть не будет проблем, как на прошлом стриме, когда я забывал переключать сцену в OBS. Качество трансляции должно стать намного лучше. Я повысил с 720p до 1080 в 60 fps. Да и, собственно, все. Ну, еще неделька прошла, конечно же. За эту недельку много всего интересного было. В частности, написал одну статью в блог. Она сейчас ждет публикации. Вот, писал целых 2 дня статью. Статья называется Unity Object равно null. Если коротко, то там про особенности сравнения юнитевых объектов с null и вообще сравнение, скажем так, интерфейсов, которые реализованы в Unity объектах с null. Вот, статья публикуется 31 января. Вот, я хотел сделать коллаборацию с Алексом Силаевым. Вот, чтобы это получился как welcome post. Но, к сожалению, пока не получилось. Так что 31 числа опубликуется. Притом 2 дня ушло на ее написание, потому что нужно было четко проверить все догадки и все мои предположения. Вот, поэтому, если смотрите эту трансляцию в записи, обязательно не забудьте перейти ко мне в блог, ссылка в описании. Вот так вот надо показывать, чтобы мои руки было видно. Ссылка в описании, и там можете найти статью unity.object равно null. 31 числа она опубликуется. Михаила вопрос. Это про сравнение Unity Object и про объект плеера Unity? Не очень понял вопрос. Ну да, в общем, это, грубо говоря, про сравнение с null интерфейсов, которые реализуются в монобехе. То есть, ну, простой пример. Вот, New Behavior Script. Мы делаем какой-нибудь... Так, поудобнее сядем. Мы делаем какой-нибудь public interface interface. Да, и реализуем его здесь. Вот. Притом во внешней какой-то коллекции, во внешнем каком-то классе, типа тест, мы допустим, храним целый массив этих интерфейсов, и в один момент мы такие решаем, что типа пройтись по всем ну, это точнее нужно сделать будет не так. То есть пройтись по всем интерфейсам, извлечь его, и после этого проверить, если
интерфейс равно null, то по идее remove надо сделать. А чтобы ее сделать, нет. Получается тогда что-то типа листа, просто если null. Вот, и тогда interfaces for. Ну и, короче, удалить их оттуда. Интерфейс же там о переопределении оператора. Да, переопределение оператора, все верно. То есть ты не можешь сравнить экземпляр интерфейса с перегрузкой монобеховской. И как раз таки в статье объясняется, как вообще эту проблему исправить, потому что если вы заналили ссылку на объект, то есть задестроили ее, задестроили объект монобеховский, то указатель типа интерфейса на объект может еще оставаться в памяти, и, соответственно, CLR объект, CLR часть монобеха не будет очищена. Ну и плюс еще есть там интересное поведение, связанное с missing reference exception, то есть когда мы можем в рандомный момент времени, но относительно в рандомный, не совсем понятный, получить исключение. Ну да ладно, не суть. В статье подробно прочитайте, если будет потом интересно, мы сможем это на стриме разобрать. Возвращаемся к нашим баранам, к нашей части, связанной с сериализацией, с миграцией JSON объектов. Прежде чем начнем, не забудьте налить чай и подписаться. Последующий час мы приступим как раз таки к реализации непосредственно самого универсального механизма, то есть вынесем всю вот эту часть, которую мы написали до этого, в какой-то общий механизм и напишем наш мигратор. Начнем, по крайней мере, его писать. Дай бог получится, дай бог успеем. Также попробуем написать тесты в BDD стиле. Не пробовал, не знаю, как раз попробуем. Ну и дай бог дойдем до части с дистрибуцией, с распространением этого плагина. Хотя бы попробуем о ней поговорить. Так, ну что ж, приступим. Значит, первое, с чего хочется начать, это посмотреть какой-нибудь C# BDD фреймворк. С этим достаточно большая проблема. Я уже пытался искать, уже пытался смотреть, но, по-моему, у меня в закладках для чтения что-то есть интересное. Закладки, список для чтения. Вот BDD Frameworks. Да. Значит, есть статья. Ага, так, ну вроде на трансляции вроде все видно. Вот, который объясняет возможные из подходов к запуску BDD сценариев. Сценариев в виде BDD, короче. Но в общем виде я думаю, что мы сможем сделать это самостоятельно. То есть основная идея звучит в чем? Мы делаем какое-то описание простое. После этого описания делим на составляющие части, на лямбдочки, которые можно сказать, что являются частью, ну, выглядит как похожие на LINQ запросы в шарпе. Соответственно, сначала мы заводим какие-то определения, то есть подготавливаем данные, в данном случае пустой стек.
А после этого, когда в стеке задаем ограничители, что типа когда в стеке нет элементов, и соответственно и что он кидает исключение на каждом, и если мы пытаемся извлечь из него или попнуть или пикнуть из него элемент. И на non-empty. То есть опять также подготавливаем данные, создаем, грубо говоря, стек-структурку, потом вызываем пик. Он возвращает элемент, но не проверяется какая-то часть. И наоборот. То есть если мы вызываем pop, то тогда он возвращает верхний элемент и убирает его из стека, из верхнего элемента. Попробуем что-то такое написать. Так, example BDD тест. Так, нам нужны эти примеры или нет? Да нет, в целом они останутся в памяти. Памяти предков и потомков. Поэтому мы можем в целом... Ну, скимы на всякий случай оставлю. Может быть, они пригодятся. Хотя, если честно, они подходят под person. Но мы, кстати, эти персоны мы сможем использовать потом как стабы. Мы сможем их потом переписать. Так, значит, проверка миграций. Проверка миграций. Так, это нам не нужно. Значит, первое. Определимся с чем. Первое это то, что наш мигратор должен будет делать. Соответственно, migration получается, что механизм работы будет какой? Если нам на вход подается какая-то стринга, которая является JSON объектом, к которой может быть применен конвертер, и в этом JSON объекте есть поле version, то мы на экземпляре класса, который реализует интерфейс, можем вызвать, должны вызвать наши методы миграции. Давайте, собственно, это и запишем. Пока оставлю как есть. Соответственно, ну давайте для простоты пока так и запишем. Дано JSON with a field version. Значит, соответственно, здесь мы должны вызвать какой-то метод, который будет выглядеть как given JSON with field version 1, ну пусть будет так. Я вообще думал это в какой-нибудь класс или сделать это partial, но поскольку у нас нету отдельного прям сценария, как это запускается, и какого-то отдельного фреймворка, который этим управляет, то есть, ну, вот так вот. Ну и долбить это на отдельные методы, хрен его знает. Ладно. Значит, then JSON, then deserialize JSON with field version. We run migrator. Сделай как по примеру. Потом понимание приходит как лучше.
Да, можно сделать прям как по примеру, но все, что делает пример, это вызывает методы. То есть все, что мне здесь вынести нужно, это просто создать отдельный класс, вынести это в отдельные методы. То есть, ну, не вижу особого в этом смысла. Так, значит, да. Он предлагает нам как десериализовать его как person с настройками. Then person. Тогда, то есть, когда мы десериализуем, во-первых, person. Then when we call migrator method. Так, здесь что у нас подразумевается, что мы создаем настройки и в методе делаем метод мигратор. Делаем класс мигратор. В этом классе миграторе, когда мы вызываем десериализацию, вот это вот все мы можем в принципе убрать, оно нам не интересно. Это общий механизм, то есть это сам JSON конвертер, который подставляется в настройки, в список всех JSON конвертеров. У нас же должен быть ну да, получается, порядок вызова должен идти из JSON мигратора, и мы должны на person вызывать метод migrate. Какой мы там выбрали? Version 1. Все, пусть тогда так и будет, значит. Мне кажется, зря конкретный. Да не, ничего не страшно. Ничего не страшно. В крайнем случае, вот смотри, что у нас есть. Если... Так, а я что, куда-то не туда подключился, получается? Сейчас. Light Migrations, точно. Вот. Если что, у нас вот div есть. Ну, типа, чё париться. О, Мишаня. Да, привет, ТТ. Не знаю, кто ты, но привет. Из чего у нас вот история? Ничего страшного, удалили и удалили. Помянем этот код pressf. Public интерфейс. Пусть будет migrator. Пофигу вообще. Так, дальше int version get set. Ну, на самом деле, через интерфейс мы можем... Нет, мы не можем менять. Вообще здесь только get. В экземпляре, где мы будем реализовывать этот интерфейс, мы будем ее вообще как константу проставлять. И то есть нам вот... Но мы, по идее, будем читать эту версию. Не, ладно, пофигу вообще. Сейчас потом разберемся. Да, вот так. Итак, версия 1. Привет, а это кто? Не, ну с гитом это чит. Да, конечно, как и всегда. Так, получается void migrate, получается int from int to. И еще мы должны будем передавать сам JObject. JObject для модификации. JSON Object. Ну, пусть будет так. А возвращать мы должны будем согласно сигнатуре read.json. Ладно, что мы там возвращаем? Object. Object person. Мы возвращаем конкретный экземпляр данного класса. А после того, как у нас выполнится в миграторе,
Что мы хотим получить от пользователя при вызове метода migrate? Мы хотим получить конкретный экземпляр объекта, реализованного интерфейса, где реализовался интерфейс. Мы хотим получить стрингу или мы хотим получить JObject. В данном случае на выходе мы должны будем получить экземпляр, передать экземпляр конкретного объекта. Это, кстати-ка, я не уверен. Это, кстати-ка, я не уверен. Это надо перепроверить. Надо перепроверить. Сейчас какой-нибудь... Сейчас посмотрим репозитории. Тыт-тыт-тыт. Вот, например. Так, JSON Migration и Migration Converter. Read.json. Так, что он тут? Какой он тут объект возвращает? Serializer, deserialize. Data reader, object type. То есть он... О, господи. Так, то есть он создает новый ридер из мигрированной даты. И эту мигрированную дату запихивает и возвращает мигрированный объект. Ага, да. Да, получается, что как-то так. То есть мы должны будем здесь возвращать объект. Получается, что JObject, да, как там под документацией. Сигнатуру-то, наверное, будет лучше взять. Да, JObject. Да, то есть дата и сериалайзер здесь передается. Ну, в принципе, это вполне себе оправдано. Посмотрим, если не пойдет. Ага, понял, откуда ты, но не понял, кто ты. Так, ну и все. Давай пока вот так сделаем. В общем виде конвертер дальше мы должны будем десериализовать JObject. Пока давайте вот здесь вернем. Пусть будет existing value. Нет, JObject create. Нет, не create, а что там, какой там метод? Ну, JObject. Load, parse, from object, load, async. Load, по идее, ну. Load, to object. И какой мы там? Ну там тут type там непонятен. Помню, ты в постике дал ссылку на мигратор подобный. Я так понял, там по имени метода плюс версия на основе рефлексии была сделана миграция. А тут, я как понял, ты через интерфейс единый хочешь реализовать миграцию все в одном методе. Да, все верно. Все верно. Идея глобальная именно в этом. Просто в чем мне конкретно не нравится реализация. Давайте по порядку разберем. Да. Есть плагин изначальный, который там называется типа migrations.json.net. Он имеет свою реализацию, где мы помечаем класс атрибутом migratable. После этого в него прописываем статические методы, private статические, которые выглядят таким образом. Возвращаемым значением они отдают JObject. Сигнатура метода у них определенная, то есть он прям пишет migrate, нижнее подчеркивание, 1, 2, 10, 15. И дальше только два аргумента, которые принимает этот метод. Дальше, когда у нас JSON Migrator вызывается, все эти методы через рефлексию дергаются и по очереди вызываются. Соответственно, в чем здесь основная проблема? Ну, во-первых, это рефлексия. Во-вторых, сам плагин, ну, он энтерпрайзный. Вот здесь сразу мы видим
Ройслин анализатор, который вам там что-то будет подсвечивать, который нафиг никому не нужен. Ну, может быть и нужен, но как бы где-то там в кровавом Энтерпрайзе. Может быть, мы тоже такой напишем, но я пока не понимаю, зачем. А, сам метод миграции, соответственно, через поиск статических методов он здесь сделан. Потом, здесь все это основная, ну не основная идея, а вся реализация здесь, она, во-первых, вообще никак не связана с перформансом, с быстрым, легким вызовом методов. Здесь это все тюрплы, эти кортежи создаются, пересоздаются, куча аллокаций во всякие листы, методы дергаются через рефлексию. Ладно, окей, методы рефлексии, они не так уж и страшны. Типа закэшировали, вызвали, один раз забыли, это не так страшно. В конце концов, это можно оптимизировать, получить поинтер на метод, вызвать его там как-то. Это не так страшно, но в целом сам плагин, а, что плохого в рефлексии, если она один раз при миграции произойдет и забыли? Ну вот я и говорю, что в целом-то ничего плохого в этом нету. Один раз. Плагин можно улучшить, и все равно этот плагин, когда его интегрируешь, каждый раз его нужно дорабатывать чуть-чуть, потому что он заточен под JIT компиляцию и, соответственно, у него есть свои особенности реализации в JIT. Ну и еще плюс сейчас я скажу. Методы миграции, которые вызываются, они могут быть застрипаны. Вот, застрипаны при компиляции внутри Unity. Ну да ладно, не суть. Идем дальше. Значит, reader to object. Пусть будет так пока. Person, вызвали экземпляр. Нам нужен экземпляр мигратора. Соответственно, мигратор. Ну, тогда ясно. Плагин не под Unity, грубо говоря. Ну да, все верно. То есть, все верно. Плагин не под Unity. Значит, new JSON serialized settings. И передаем сюда мигратор. При этом в наш мигратор нужно передать еще... ну и стриппинг, side effect. Ну вот да, ты когда начинаешь работать с этим, ты такой, чего, почему так? Типа, почему у меня там в один момент вылетела ошибка, когда она не должна вылетать и так далее. Как бы то есть ты не ожидаешь такого поведения от плагина, который ты интегрировал, который предоставляет функционал из коробки, который должен захендлить какие-то базовые штуки. Но он не захендлил. Через nsubstitute. Может быть, nsubstitute в проект добавить. Что мы хотим? Call, то есть мы хотим убедиться, что у нас вызывается метод мигратора. Ну нам тогда не сюда. Нам тогда не сюда вообще нужно. Нам нужно куда-то сюда. И вот здесь мы просто бульончик проставим из migration called. Да. И мы еще специально так пометим non-serialized атрибутом. И, соответственно, если у нас вызывается метод migrate, мы вставим его в true. Значит, здесь при десериализации мы проверяем assert person is true, только... Так, подожди, не person получается, а person v1.
Давайте вот эти вот все удалим. Они нам не нужны. Метод setup. Да, нафиг тоже не нужен. Хотя нет, вот сам метод можно оставить. Сам метод можно оставить, все остальное person v1. О, да, уже и версия сразу подходит. Соответственно, assert, как это получается, not null, да, person. Так, when we call migrator метод. Так, migrator проставили. Здесь мы делаем return existing value. То есть сейчас мы вызываем все на всем и вообще не паримся. Метод migrate тоже. Соответственно, мы сейчас должны получить скомпилированный код, но не работающий. Вот, отлично. JSON serialization exception. Additional text found in JSON string finishing deserialized object path version. Ну вот, собственно, а чё не работаем? Нет, JSON property version. Вот так вот. Нужно это пометить. Сейчас хотя бы exception не должно быть. Перекомпилировался, но additional text in JSON string after finishing deserializing. Name age. Name age. Так, мы сделали мигратор, передали. Почему мы получили какое-то исключение непонятное? Версия 1, имя, возраст. Имя, возраст. Что person v1? No, person v1. Мы в person v1 реализовали migratable. Я понял. У нас почему-то JSON про... Блин, вот не дай бог, нам нужно дублировать здесь. Блин, и здесь required. Может быть, вот так зайдет. Он не видит, куда... Я понял. Я понял. Нам при имплементации здесь он не видит филда. Соответственно, мы должны здесь setter проставить. Setter value равно version. Нет, давайте так. Get. Он не видит поле приватного, куда ему прописать значение. Соответственно, оно обязательно. Его нужно проставить. Так, мы можем это как-то по-другому сделать. Наверное, пока что нет. Пока что, наверное, пусть будет так. Additional. Additional text found. Идеи. Какой такой он текст находит? Additional.
JSON property ему не хватает прям здесь. Да нет. Ему вообще плевать на это. JSON. Почему бы... Ну, я попытался прописать, но это ничего не меняет. Да и по идее оно не должно, ну, атрибут должен применяться и на вот этом, на вот этой property тоже. Not null is true. Migration code, господи. Deserialize internal. Line 1, position 11. Господи. Ну давай. Так. Еще раз. Additional text found in JSON string after finishing deserializing object. Так. Сейчас. Хер знает. Может быть, я неправильно сгенерил, а схема объекта совпадает с самим JSON? Да. В этом-то и прикол, что все совпадает. Ну, вот она. Name John Doe. Ну, как говорится, найдите 10 отличий, да? Version 1.1. Господи, да ну нафиг. Я не удивлюсь, если правда в этом причина. Потому что где еще на 11 строке мы могли с этим столкнуться? Additional text found. Line version. Ищем экстра пробелы, которые нам могли заруинить катку. Все равно какой-то additional текст. Position 11. Позиция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Порядок не имеет значения. Version. Name. Age. Так, все. Я хэзэ. Вообще без понятия. Не хочу с этим разбираться. Не хочу тратить на это время. Сейчас бы еще на ошибки десериализации тратить время. Читай с файла JSON уже. Да. Нет, прикол какой-то.
типы. Int string. Так. Леха, не трои. Какого хера? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, здесь есть ли здесь проблема? Нет, здесь проблемы нет. Значит, проблемы в миграторе. Значит, проблемы в миграторе. В случае, если type не равно, мы возвращали existing value. И у нас все работало. Can convert false. Can read false. Давайте еще раз. Нет, точно не на бульоны. Если бульона нету в JSON, то все должно быть окей. Он ругался на мигратор. Что-то тут в методе где-то тут вызывался мигратор, и у него горело очко на это. Где-то, не знаю, объект неправильный возвращали. Что-то еще было не так. Не знаю. Неважно. Мы как бы время потратили не на то, что хотелось бы. Хотелось бы потратить время вот именно вот на это. То, что мы сначала получаем неработающий тест. При этом этот тест вроде как, ну, описан. Теперь наша задача сделать его зеленым. То есть это методика, описанная, по-моему, в экстремальном программировании. Она там как-то называется Red Green Refactor. Не помню, по-моему, да, кто-то... это Test-Driven Development. Это... think about what you want to develop, think about how to make your test pass, and think about how to improve your existing implementation. Ну, короче, да. Этим мы сейчас и занимаемся. Так, что мне еще не нравится? Мне, конечно, не нравится, что версия у нас здесь публична, но мы вообще, мы от поля версии сможем в будущем вообще полностью избавиться. То есть оно нам здесь вообще не нужно будет. То есть вот вообще никак. Оно может даже в модели не светиться. Но пока разбираемся. Значит, у нас есть какой-то person, у нас есть какой-то... теперь мы его можем вызвать. Значит, теперь can convert. Можем ли мы вызвать метод can convert? Вот у меня есть предположение, что мы можем здесь указать интерфейс. Можем ли мы здесь указать интерфейс? Да, можем. Да, можем. Поэтому удаляем все отсюда. Так, еще раз. То есть мы сейчас получили красный тест, который у нас не работает, но в котором уже прописана логика того, чего мы ожидаем. Как минимум того, что метод migrate будет вызван. Все. Пока начнем только с этого. Соответственно, create instance, migrate. Господи, спасибо тебе, Боже, за Copilot, который возвращает фигню какую-то. Existing value. Поначалу он возвращает can write.
Можем ли мы записать? Нет, не можем. Поэтому здесь первое мы берем, что мы должны... Упс, я прошу прощения. Что мы должны, получается, сделать? Как только мы пытаемся десериализовать объект, нам нужно его преобразовать в универсальный JSON объект, то есть в JObject. После этого, спасибо, прочитайте его поле version. Притом поле version его может, в принципе-то, и не быть в предыдущей версии, которой мы, получается, его может и не быть. Поэтому мы должны будем добавить в него поле в соответствии с тем, какая сейчас версия JSON к нам пришла на десериализацию. Как будто, если у нас там get стоит, то мы можем прям вот так его прописать, только JObject add property name version. Version token. Версия токена. Соответственно, int version value. Дает ли нам такой код? То есть, если токен есть, ну, я предпочту написать это чуть-чуть по-другому. Если мы здесь проверяем, чтобы дважды не проверять на null, если мы здесь уже проверяем, то version value, соответственно, existing version value. То есть, смотрите, existing value у нас получается, это уже придет конкретный экземпляр какого-то класса. Он, по идее, не должен быть равен null. То есть мы его, то есть JSON ну, кстати-ка, не факт, но мы это проверим. Existing value, по идее, должен прийти нам не null. Это будет какой-то экземпляр класса, и этот экземпляр класса обратится к полю version, которое мы берем отсюда, которое будет указано внутри этого экземпляра класса. В будущем, когда мы откажемся от поля version внутри этого класса, мы будем читать это значение напрямую из файла. Если его там не будет, то мы будем проставлять версию 0, то есть первоначальную версию, и прогонять все миграции. Ну, на всякий случай. Ну, а иначе не реализуй интерфейс iMigratable. Но здесь можно будет сделать перехватку исключений, и если у нас нету поля version в JSON файле изначально, то мы можем бросать исключения. Но здесь, это знаете, это... Никто об этом до конца точно знать не будет. Version token. А toInt можно сразу? Нет, нельзя, по идее. По идее, toObject int надо сделать. Да, вот так. И почему version token? Version value. Так, упрощаем. Все, мы получили версию. Теперь JObject прочитали. Версию получили. Теперь lol. Получается existing value migrate.
Дальше передаем туда наш распаршенный JObject и передаем... Все? Спасибо за просмотр. Вот и вся наша тулза, то есть, в принципе. Да, но не совсем, как говорится, что-то где-то пошло не так. Давайте разбираться. Expected true, but was false. Какая строчка? 83-я. 83-я строка. Is migration called true? Так, мигратор здесь указали, здесь указали. Ага, вот тут false стоит. Ну, конечно. Поставили true и can write. По идее, пока false. Object reference not set instance of an object. Read JSON, 57 строка. Да, мы не можем на existing value вызвать метод migrate, потому что existing value у нас равен null. Господь всемогущий, дай мне сил. Вот так. Как минимум здесь поправим. Как минимум здесь поправим. Ну и также кажется, что стало понятно, что метод во время рида нам приходит, там пустой объект, нам приходит null object. Поэтому метод, да, iMigratable null. Поэтому изначально нам copilot. Поэтому вот в этой тулзе методы статические, потому что их можно вызывать не на экземпляре объекта, это раз. Во-вторых, именно поэтому Copilot нам рекомендовал создать инстанс этого класса, для того, чтобы вызвать на нем метод миграции. Вот мы и застряли, получается. Немножко. Нам нужно, получается, создавать инстанс этого класса. Давайте не знаю, какой тип объекта нам создавать. Под интерфейсом iMigratable мы можем создать его через активатор. И наверняка через активатор он как раз таки создается в самом JSON конвертере. Черт, это реально большая проблема. Там вызывались статические методы, которые не требуют присутствия экземпляра класса. То есть это как бы методы миграции. И здесь я хочу вызывать методы миграции на экземпляре объекта. И по большей части я это хочу сделать, потому что я не могу сделать статическим метод интерфейсом.
я не могу сделать статический метод интерфейса для того, чтобы вызывать его на любом классе. На любом классе, который я захочу вызвать для миграции. Черт. Неужели это никак не обходится? Так, у меня такой вопрос еще. Вот у тебя в проекте на основе конфигов из скриптов объектов формирую списки и прочие коллекции, прокидываю значения по умолчанию, когда создается сейф первый раз. А активатором создать? Ну вот да, вот только активатором создавать инстанс. Но мне это не нравится. Тогда нам existing value, вот этот вот он... Чё? Ничего. В том-то и дело. Мы не сможем его вызвать. Получается, мы должны версию читать из файла напрямую, потому что мы не сможем обратиться к конкретному инстансу объекта при десериализации. Читать эту версию из файлов, если версии нету, то мы считаем, что он версии 0 и запускаем все миграторы. Но как запустить все миграторы? Все миграторы можно запустить через... Ну, если сделать, опять же, их статическими, без создания инстанса объекта. Без создания инстанса объекта. Без создания инстанса объекта. Но только статическими методами, да, имплементировать их напрямую в класс. Вот почему чувак и так все сделал. И дергал их через методы рефлексии. Потому что по-другому никак. Потому что по-другому никак. Если инстанс объекта еще не создан, а мы не знаем, в какой конкретной инстанс нам писать, то это будет большой проблемой. Так. Мигратор будет как-то учитывать то, что я написал выше? Да почему не будет? Все будет. Если ты интерфейсом помечаешь, ну типа ты создал свой объект, ну типа какая разница, если я его сделаю вот так? В чем будет разница? В том, что он захватит за собой еще кучу юнитевых полей, да, это будет проблемой. Но для мигратора это проблемой не будет. Мигратор вызовет свои методы. Вызовет метод migrate, а уже то, что там внутри у него, не важно. Блин, чё, правда, что ли, нет других способов? Нет других способов, получается.
Ну, мы можем создать migratable existing value. ISO отдельный объект. Модель данных для сериализации у меня совершенно другой объект. Я ничего не понял, Миш. Ты имеешь в виду, что ты вложишь свой ISO объект внутри модель, и будет ли тогда твой ISO объект реализован в JSON? Да, будет. Будет ли его учитывать мигратор? Да, будет, если ты реализуешь в нем интерфейс iMigratable. Так. Можем ли мы как-то создать инстанс iMigratable? Если мы знаем тип объекта, базового типа. Так, что у нас есть? Это вообще это null. Объект от объекта равен null. А вообще без шансов. По сути. Все, в чем мы можем быть уверены, что object type, который к нам пришел, он именно того типа, то есть мы его можем создать через активатор, он будет пустой. Получается existing value, тогда получается активатор create instance, получается object type. As iMigratable получается. И для чего мы, получается, это делаем? Мы это делаем только для того, чтобы вызвать метод migrate. Но получается, вызвать виртуальный метод на инстансе класса, который мы создали, но мы не сможем тогда из него взять вот здесь. Нет, сможем. Сможем, она же у нас read-only. Ну, блин. Object not set instance of an object, 60 строка. Ну, JObject равно null, да, потому что мы null здесь вернули. Вот так вот надо сделать. Could not create an instance of iMigratable type of interface or abstract class cannot be instantiated. То есть, подождите. То есть, тип-то какой приходит? Я думал, что приходит тип десериализуемого объекта. Ну. Ну, person v1. Все правильно, все приходит, все правильно я думал. А Unity что пишет? Невозможно создать. Ну. Это вот это вот проблема имплементации вот этого вот класса. Точнее его generic типа.
Точнее, его дженерик типа. Так, can read. Господи, я думал, что мы вообще сейчас весь плагин напишем за этот стрим. В итоге уже час 05 идет стрим, а мы даже один тест не смогли. Ладно, помянем. Так, и вот этот код мы здесь оставим. Да. А здесь проверим. Получается if object type и так. Получается этот тип, он, который к нам приходит, этот тип равен. Сейчас. Получается тип объекта, который к нам приходит, это тип, в который мы должны десериализовать. И если этот тип является объектом. Мишань, ты чё, гений, что ли? Логично, да. Он не может создать объект IMigratable, поэтому мы ему просто JObject вернем. Мы должны создать объект IMigrate. Нет, это все равно тогда... Да, Мишань, ты гений. Ты гений. Но, как говорится, есть нюанс. Так, все. Я чуть-чуть все не поломал. Ты гений, да, спасибо за подсказку. Ты абсолютно прав. Мы не можем вот здесь создать экземпляра абстрактного типа. Поэтому мы должны использовать конвертер, не параметризированный конвертер. Нам нужны свои кастомные проверки. Мы не можем написать, взять общую имплементацию. Ой, да ладно, засмущал. Ну, что поделать, когда ты прав оказался. Извини, не хотел смущать. Просто ты прав оказался. Так, existing value. Да, нам не нужен, получается. Надо не использовать просто этот. Надо просто не использовать это имя. Да. Инстанс. Создаем типа объекта, приводим его к интерфейсу IMigratable и проверяем. Если version token равно null, то если так, то existing value вызываем и мигрируем его на версию. И в конце мы возвращаем, получается, что мы должны? Скажи-ка мне, дружище, что мы должны здесь в финале еще раз в конвертере возвращать? Ты вообще сериалайзер, десериалайз возвращаешь по object type. То есть мы возвращаем объект типа. Значит, toObject вот здесь, по идее, не параметризированный. У него есть перегрузка? Есть. Все. Поехали. Нет, Миша, не инстанс. Инстанс пустой. The method or operation is not implemented. Ха-ха, вот. Капец, вот это ошибки какие мы получаем, да, кайф. Так, can convert, то есть return object type is migratable. Так, это получается, это объект, это у нас типа возвращается. Получается, мы должны здесь is assignable from
type of iMigratable. Или is instance of type. Вот так, по идее. Из instance of type метод это is. Это чистый is. Господи. Так. Должен быть из true. А что, не вызывается, что ли? Ну да, мы, получается... Мы создали тип объекта. Object type. Сейчас. То есть, что у нас сейчас здесь произошло? Почему у нас вот здесь вернулся false? Потому что внутри метода readJSON мы создали экземпляр класса person v1, прочитали его, а вернули экземпляр класса другой. То есть все правильно. Логика-то отработала. И наверняка метод миграции вызвался. Но метод миграции вызвался на другом инстансе, на инстансе другого класса. Пу-бу-би, пу-бу-буп. Что еще раз подтверждает, что у нас не получится сделать метод не статическим. Нам нужен статический метод. Потому что JObject toObject мы не можем вызвать до метода migrate. То есть мы не можем создать инстанс класса. То есть мы не можем сделать вот так. Да, и... ну, короче, да. Мы не можем создать инстанс класса, а потом на этом инстансе сделать метод migrate, потому что этот инстанс уже будет заполнен данными. То есть вот здесь у нас может возникнуть ошибка десериализации. Ошибка десериализации, если версия объекта будет другая. Да почему не можем? Нет, не можем, Миш. То есть смотри, JObject другой версии 2. Мы вызываем toObject, обратной совместимости нету, и toObject возвращает exception, потому что он не может десериализовать поле второго типа в поле первого типа. Он не может преобразовать модель данных второй версии к модели данной первой версии. Точнее, он не может из JSON версии 1 взять данные версии 2. Он не может их смапить, он не знает, как этого сделать. Поэтому toObject вернет, JObject вернет нам null. Ну, там, exception он какой-то вернет. Ой, ладно. Так получается. Не сработает это.
Да и не только данные потеряются, а еще и в целом это не сработает вообще. Нет, нельзя. Стрим идет. Ну что, дамы и господа, часть номер 2. Пишем свой open source JSON мигратор. Благополучно заканчивается на том, что мы столкнулись с тем, что изначальная идея вызывать метод migrate на экземпляре класса person, на экземпляре класса, который мы хотим получить при десериализации, нам полностью не подходит. Мы просто не сможем этого сделать. Причина в том, что объект, который приходит к нам в финале, который приходит к нам на конвертации при вызове метода read.json, этот объект пустой. И, возможно, он будет создан или пересоздан в будущем. Самим JSON ну, .NET JSON. Ну, а это значит, что мы не можем просто вызвать на нем виртуальный метод. Может миграцию делать уже после десериализации? Тогда нет. Нет. Тогда вообще вся работа по миграции и вот этот цикл этого видосов не имеет абсолютно никакого смысла, потому что и без меня на всех проектах это делается вот так. Типа это person 1, после этого мы его создаем там person 2 и переносим из него, не знаю, там типа сейчас new person 1. И без меня это вот примерно вот таким вот образом делается. А после этого все это опять JSON convert serialize person 2. Это не исключает вообще того факта, что будет ошибка вот при вызове вот этого метода. В случае, если версия пользователя 1 несовместима с версией пользователя 2. Потому что зачем вторую версию объекта плодить? Затем, что мы сначала должны десериализовать старые данные, а потом привести их к новым. Вот зачем нужна вторая. Но к новым данным. Второй инстанс используется для новых данных. В общем, ладно. Я думаю, заканчивать стрим. Это был небольшой фейл.
Но зато мы проверили, да, что это просто не будет работать. У нас вот этот тест тупо не пройдет. Так, сейчас JSON Serializer Settings, Converters. Ну так вот, да. Ставим его вот так. Получается, в третьем видосе тогда я... Да, все запускается, все работает. Получается, на следующем стриме... На следующем стриме я тогда пересмотрю... Пересмотрю подход, как мы это можем сделать. И, скорее всего, просто возьмем подход через вызов статических методов. И попробуем написать, ну, соответственно, вызов этих статических методов напрямую. Но для увеличения производительности будем попробуем использовать source генератор. То есть сначала мы напишем метод на рефлексии, который будет вызывать статические методы рефлексии, через рефлексию точнее. После этого мы избавимся от polyversion. Ну, вообще мы изначально избавимся от polyversion, потому что вообще все методы, они просто, ну, они непригодны, они не смогут работать, к сожалению. Соответственно, мы избавимся от методов, оставим только интерфейс. Это даже нам интерфейс не нужен, по идее. Мы сможем оставим интерфейс. Может быть, сделаем атрибут. Может быть, сделаем через атрибут. Посмотрим, проверим по производительности. Уберем polyversion, уберем метод migrate. Напишем методы migrate. Будем вызывать их, напишем механизм их вызова через рефлексию. И после того, как тулза будет готова, мы тогда напишем уже source генератор, который будет вызов этих методов делать статическими напрямую, делать статический вызов этих методов напрямую, без использования рефлексии. Вот. Но и то, это source генератор в Unity. Ну, в общем, да, неожиданно получилось. Ну да ладно. Коммитимся. Так, это получается у нас стрим Ага, сейчас. Так, секунду. Так, все проверили. Сейчас git conf gkl, нет, gkf. У меня GitHub на эту почту привязан, да, по-моему. Fail with calling virtual method while JSON convert read
школы. Та-дам! Все. В репозитории по ссылке вы сможете найти этот коммит с этим умопомрачительным фейлом. Посмотреть, поставить звездочку на гитхабе за это. Звездочку на гитхабе и свечку в церкви. Ну а на этом на сегодня все. В следующий раз уже сделаем это все дело через рефлексию. Больше фейлов у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Следующий стрим, возможно, запущу на следующей неделе, может быть, в течение недели, но это не точно. Так что всем спасибо. До новых встреч.